Ну вот у меня здесь такой конус, где-то 40 сантиметров. И перья. Перья, и они разной длины, разного размера. Вот такая вот нужна ленточка. И сейчас я буду перья пришивать к этой ленте. Ленту можно взять любую, желательно белого цвета, но не желательно, а обязательно белого цвета. Хотя серебристую можно взять, тоже золотистую, в зависимости от вашего уже декора. И регулировать длину самого пера я буду по ходу действия, по ходу пришивания. Буду смотреть, какое будет перо, и буду пришивать. Сейчас покажу. Так, ставлю я на обычную строчку. Так, вот одно перо пришила. И сразу же следующее. Где-то через сантиметр. Ну, тоже все индивидуально. Так как у меня перья, в принципе, достаточно, надо подкладывать под иголку сразу. Где-то через сантиметр получается. Чуть больше, чуть меньше перо, если попадается, ничего страшного. Все будет в итоге смотреться очень даже хорошо. Я таким образом делала лампу себе, потом покажу, может быть, вместе тоже сделаем, что я планирую делать большую лампу большого размера. Я специально выложила себе перья на стол, чтобы... Вот есть вообще большие, очень большие перья. Их мы, наверное, пока отложим. Они нам не нужны. Мы это делаем, то есть то, что я сейчас делаю, пришиваю перья для того, чтобы легче потом приклеивать ленту из перьев на нашу заготовку. Вот что у нас получается. Сейчас выключу. Вот такая вот лента. Я продолжу и встретимся на следующем этапе. Вот одна заготовочка у меня готова. Я уже сделала две такие ленты. И сейчас я возьму вот такую вот, можно серебристую ленту взять. Ну или золотую. В принципе, как я и говорила, уже, ну, без разницы, потому что любой цвет будет, может быть, красный, кому-то захочется. Я возьму белую. Вот такую ленту. Лента должна быть не широкая, где-то до сантиметра. И чтобы закрепить наши перья,
Ну и чтобы легче нам потом приклеивать к самой заготовке, сделаю зигзагом или просто, ну скорее зигзагом, вот поверх этой ленты вот так. И закреплю этим сами перья. И вот такая будет окантовочка, которая может быть чуть-чуть просвечиваться. Одна заготовочка у меня готова. И вот эти хвостики, которые у нас сейчас торчат, они нам не нужны. Мы их обрежем. По краю. Где-то перья длиннее, где-то короче, пышнее. Но это не будет портить картины общей. Так, вот так обрезаем. Лишнее срежем и уберем лишнее. Все. Так, ну вот одна заготовка у нас готова. Сейчас я то же самое сделаю вот с этой, подготовлю и приступим к следующему этапу. Ну вот готовы мои заготовочки. У меня получились вот такие две ленты. Что останется, мы применим в каком-нибудь другом проекте. И сейчас мы будем приклеивать вот эту ленту к нашему конусу. Клей я взяла Мастер Клей Супер. Он применяется для приклеивания изделий из пенополистирола. То есть вот как раз для нашего случая. Пенопласта, дерево. Но хочу предупредить сразу, этот клей имеет достаточно резкий запах. Клей достаточно густой, но хорошо и быстро приклеивает. Так. Так, начнем с первого яруса. Где-то на сантиметр выше. Так, и можно приклеивать. Ну вот, начиная со второго яруса, мы уже пойдем по спирали подниматься. И я на глаз где-то сантиметра 2,5-3, вот так вот.
Сейчас мы определим ширину между вот этими кольцами. Так, нужно взять следующую ленту, мою заготовочку, и продолжать. Соединяем здесь, немножко прижимаем. И по полосе, где мы клеили, оставляли клей, приклеиваем нашу ленту. Так, вот мы уже дошли до следующего яруса. Делаем следующую линию яруса. Клей достаточно густой. Нужно его оставлять всегда. Я оставляю в лежачем положении. Ну а сейчас забыла. Ну вот где-то вот так вот и продолжаем отступать 2,5-3 сантиметра. Закручиваем, приклеивая ленту перьями. Потом, где у нас будут какие-нибудь пробелы, мы можем или доклеить перо, или поправить. Отлично. И сейчас посмотрим, что у нас из перьев осталось. Вот на данный момент у нас вот так получилось. Очень хорошо. Меня все устраивает. Так вот, такой-то рыжий перо. Можно заменить его. Мы его заменим каким-нибудь пушистеньким и длинненьким. И будем приклеивать прямо вот так, чтобы по ходу. Придется наверх. Так вот, повыше, чтобы изгиб был. Так, вот, хорошо будет. Так, отлично.
заменили. Теперь доклеим верхушку, а потом уже будем пробелы смотреть. На верхушечку нужно нам такие небольшие перышки. Но чтобы изгиб не терялся. Чтобы был изгиб у нас. И как бы продолжая спиральку. Клей очень хорошо приклеивает этот. Сейчас посмотрим, что-нибудь поменьше. Можно чередовать поменьше, побольше перьев. Тоже будет очень красиво смотреться. Так, надо почистить. Можно таким образом приклеить все перья на елку. Все, верхушечка у нас готова. Потом мы ее будем дальше декорировать. А сейчас я устраню пробелы по всей елочке и доклею вот эти все оставшиеся перышки, как я и показывала. Буду вставлять их. Ну вот такая елочка получилась, достаточно пышненькая. И сейчас делаем верхушечку. Верхушечка будет у нас из бантиков. Вот один комплект я сделала. И сейчас покажу, как я делала эти бантики. Так, оставляем хвостик. И оставляем хвостик. Накручиваем на пальчики. Отрезаем. Опускаем между и в эту петельку. И синенько так затягиваем. Вот так. Хорошо. Снимаем. Такой бантик получился у нас еще один. И второй у нас будет беленький. Так, оставляем хвостик побольше. Накручиваем на пальчик. Смотрим. Тут одна сторона атласная, вторая нет. Тут желательно соблюдать нам перекручивание. Вот это вот. Так, отрежем, чтобы лицевой стороной была атласная лента.
Растягиваем этот хвостик. Вот этот. И второй бантик у нас тоже получился маленький. С одной стороны 3 ушка, а с другой стороны 2. Сейчас мы их склеим, соединим. И этот. А тут 3-3 получилось. Тут все правильно. Так, и вот эти 2 бантика мы вот так соединим. Приклеим к нашей елочке. Вот таким образом. Так, под таким углом. И второй. Подождем, когда клей высохнет. Немножечко прижмем. Зафиксируем. И посмотрим с 2 сторон, чтобы было приблизительно симметрично. Вот такая елочка у нас получилась. Еще хочу украсить ее огоньками. У меня есть такие огоньки на проволоке. Можно эту проволоку вот так закрутить. И включить. Свет выключить.